Добро пожаловать! Я рад приветствовать вас на своем канале. Рад, что вы активничаете. Рад, что вам понравились последние видео. Сегодня я предлагаю вам очень мистическую тему. Она будет называться «О практиках внимательности» или «О практиках внимания». Вокруг этого написано просто очень много книг, очень много практик, и я вижу полную запутанность, неясность в этом вопросе. А ведь это основа всей практики мистической, это практики внимания. Есть еще, конечно, практики развлечения, есть там какие-то практики понимания, самоисследования, но работа с вниманием – это основа мистической практики. Я хочу, чтобы вы это услышали. Итак, практика работы с вниманием. Самое первое, которую я вам уже объяснял, когда мы выводим внимание в непосредственный опыт. Видите, выводим внимание из ментала, из ментального времени и направляем внимание в момент сейчас, то есть на наш непосредственный опыт. То есть внимание у нас направлено на некие объекты в непосредственном опыте. Слышите, да? То есть некие объекты в непосредственном опыте. Это и есть первая практика внимания. Ничего больше. Это внимание концентрируется на неких объектах в непосредственном опыте. И здесь есть всего две практики. Когда внимание как бы узким лучом направлено на один объект, это называется концентрация. То есть внимание как бы жестко привязано к одному объекту. Так как мы люди социальные, и как бы у нас не совсем есть время для этого, и у нас нет такой концентрации внимания, и некогда ее практиковать, вы можете использовать 2-3 объекта. Это проще для внимания, когда оно может двигаться между 2-3 объектами. То есть внимание скользит между 2-3 объектами. Это нормальная практика концентрации для социально активных людей. Но вообще концентрация – это практика, когда удерживается один объект. То есть концентрация бывает разной. Вы можете концентрироваться на дыхании, да, внутренние какие-то, на ощущении стула, там, попы на стуле. То есть вы можете концентрироваться на дыхании. Люди раньше на свой пупок смотрели. То есть и говорили, что это лучшая практика концентрации. Вы можете концентрироваться на какой-нибудь предмете, на кружке. Вы можете концентрироваться на ощущении. То есть, понимаете, нет разницы. Это все практики концентрации. Не путайтесь. Есть практика концентрации. Все. Это внимание направлено в непосредственном опыте на некий объект в этом опыте. Нравится вам, пусть будет дыхание, пусть будет там еще что-то, что угодно. Это вывод внимания из ментального плана и концентрация на неких объектах в непосредственном опыте. Вторая практика, которую часто предлагают как раз уже более, скажем, социальным людям.
деконцентрация или созерцание, или раскрепощенное внимание. В этой практике ваше внимание не сконцентрировано, а распахнуто, раскрыто, готово к восприятию любого непосредственного опыта. То есть оно расслаблено, оно расфокусировано, оно находится в чистом созерцательном покое. То есть оно внимательно, но расслаблено, не напряжено. Вот звук, вот проехала машина, вот что-то появилось в поле восприятия, вот муха пролетела. Вот, как правило, глаза не закрывают при этой практике. Они расслабленно прикрыты. Вы находитесь в созерцательном, распахнутом состоянии. Это вторая практика внимательности, которая называется деконцентрация или созерцание. Понятно вам это? Это тоже практика внимания, и она очень хорошая. Вы не концентрируетесь, не устаете, не удерживаете. Вы переживаете распахнутое внимание, готовое к восприятию любого возникающего объекта. Третья практика. Концентрация, деконцентрация. И третья практика – медитация. И вот здесь, конечно, мы медитацией называем все, что угодно. Все, что угодно. И это неверно. Медитация – это перевод внимания от явления к отсутствию явления, к пустоте. То есть, когда внимание от явления переходит к осознаванию пустоты, мы имеем практику медитации. То есть в нашем учении Free Way медитация – это всегда практика отсутствия присутствия. Она бывает разных типов. Например, медитация на ментальный фон. Это вот как раз то, что вам предлагают заметить, когда говорят «наблюдайте за промежутками между мыслей». Это как раз тот ментальный фон, который вы замечаете, когда наблюдаете за мыслями. При длительном наблюдении ментального фона он может выйти на передний план, а мысли где-то проплывают сзади. Далее следует медитация на пространство восприятия. Вот сейчас, прямо здесь, мы можем переключиться от присутствия объекта к его отсутствию. Ведь вокруг этого объекта есть его отсутствие, есть некое пространство. Пусть это будет физическое пространство, но именно внимание, скользящее от него к объекту, и создает границы объекта. То есть можно сказать так, что за границами объекта есть его отсутствие. То есть отсутствие присутствия. Вот внимание, направленное на это отсутствие, является медитацией. Таких пространства, можно сказать, есть ментальная пустота, есть физическая пустота, есть великая пустота, но это всегда отсутствие присутствия, это всегда отсутствие формы, это всегда то, что находится за пределами формы. И вот когда внимание идет на эту пустоту, это называется медитацией. Ничего сложного, правда ведь? И это очень успокаивает. Это успокаивает мысли, это успокаивает восприятие, и это очень полезное мероприятие. Кроме того, развивает внимание от присутствия к отсутствию. Вы можете смешанное делать такое, потому что долгая концентрация ведет к расслаблению и медитации. То есть, поэтому, когда практикуют концентрацию, потом переходят к медитации. Я думаю, это вам понятно. Ничего ведь сложного для этого
Не нужно писать сотни книг, потому что очень часто описывают не саму практику внимательности, а экспириенсы, которые приходят в результате практики. То есть некий опыт или то, что происходит и так далее. Это совершенно не так важно, как важна правильная, устойчивая практика внимательности. Теперь коснемся самой глубокой практики внимания. Это когда часть внимания идет на само внимание. То есть вы замечаете, что вы можете осознавать осознавать восприятие, осознавать внимание. Я сейчас поясню разницу между этими тремя словами. Осознавание – это безличностный процесс. Восприятие привязано к индивиду. Внимание – это узконаправленное восприятие. Понятно? То есть все просто. Осознавание – безличностный процесс. Восприятие – процесс, привязанный к определенному индивиду, организму, тела, ума. У него есть восприятие. Через него идет восприятие, даже будет точнее. И внимание, как узконаправленное восприятие. Вот мы с вами разобрались, какое бывает внимание и практики. Так вот, практика внимания, которая направлена на само внимание, может иметь разную степень вовлеченности в мир. То есть вы понимаете, да, то есть часть внимания направляется на внимание. Это называется двунаправленное внимание. И вот этот процент внимания, направленного на внимание, может возрастать. Но это все та же практика внимательности. И называется она в нашем учении, еще раз это подчеркиваю, чтобы вы не искали сравнения с другими, не путали себя. Важно ведь опыт, практика, а не название. Вот мы ее называем не медитация. То есть у нас есть концентрация, деконцентрация, медитация и не медитация. Не медитация – это восприятие, направленное на само себя. Еще его называют двунаправленным вниманием. Часть внимания остается на объектах, часть внимания разворачивается на само внимание. Больше практик внимания не существует. Их просто не существует. Это будет либо некий другой объект для концентрации, либо это будет разные формы пустоты. Есть ментальная, есть физическая, есть пустотность высших аспектов, но всегда это будет внимание на отсутствие какого-либо присутствия. А дальше просто описывают различные экспириенсы, которые происходят в результате этих 4 практик внимания. Я думаю, это видео было крайне полезным. Я уверен, что ясности в этом вопросе у многих нет. И хотелось бы, чтобы она появилась, чтобы было меньше профанаций и спекуляций на эту тему, на тему практик внимательности. Спасибо вам за внимание. И, как обычно, минуточку молчания.
Спасибо вам еще раз. Медитация – это не то, что вы о ней думаете.